Приветствую вас, дорогие коллеги. Это вторая серия проекта «История компьютерных РПГ» 1975-2025. Игры, разработчики, компании, определившие современную игровую индустрию. То, без чего ее невозможно представить, еще труднее понять. Сегодня в программе 1976 год. Скандалы, интриги, обвинения в плагиате, поиски первой РПГ и колоссальное пещерное приключение. С вами Лормастер. Приятного просмотра. Умер Мао Цзэдун. После непродолжительной борьбы за власть новым руководителем Народной Республики становится Хуа Гафен, глава Коммунистической партии Китая. НАСА запускает на Марс посадочный модуль «Викинг». Хотя на Красной планете уже успели побывать несколько советских аппаратов, именно в рамках программы «Викинг» была совершена первая успешная посадка, в результате которой было сделано множество фотографий и передан массив научных данных. В солнечной Калифорнии в 1976 году была основана компания Apple. Классическая история успеха. Два парня, один из которых умел создавать, а другой продавать, вовремя друг с другом сошлись. Впрочем, их первый продукт, компьютер Apple I, популярность так и не обрел. Годом ранее был основан Microsoft. Уже скоро две компании начнут конкурировать. Японская фирма JVC создает стандарт VHS – домашняя видеосистема. Даже те из зрителей, кто не застали видеомагнитофоны, наверняка слышали про эти самые кассеты. Сама аббревиатура VHS была для большинства синонимом слова «видеокассета». Просуществовав 40 лет, VHS не так давно упокоился с миром и стал одним из самых узнаваемых символов ностальгии по 80-м и 90-м. К слову о новинках кино, неудавшийся актер Сильвестр Сталлоне, перебивавшийся мелкими ролями, пишет сценарий для собственного фильма «Рокки», в котором играет главную роль. Успех оказывается оглушительным. Картина становится главным хитом 1976 года и классикой американского кинематографа. Популярностью продолжает пользоваться и научная фантастика. На полках книжных магазинов стоят «Дети Дюны», третий роман Фрэнка Герберта по вселенной Дюны, который стал первым в истории научно-фантастическим бестселлером. В комиксах Marvel появляется раса Вечных, бессмертных пришельцев, которых древние люди почитали как богов. Вдохновлены они были, конечно же, теорией палеоконтакта, которая на тот момент была на пике своей популярности и сыграла важную роль в истории ролевых игр. К сожалению, в истории компьютерных РПГ 1976 является белым пятном. Во многих источниках даже не дается ни одной вышедшей в этот год игры. Но мне все-таки удалось найти парочку любопытных проектов, о которых я вам сейчас и расскажу. В начале 70-х у программиста Уильяма Кроутера было все хорошо. Уильям был женат на девушке по имени Патрисия, тоже программистке. У них было две дочки, они жили в штате Кентукки и любили исследовать пещеры. Особенно им приглянулась так называемая Мамонтова пещера. В 1972 году жена Уильяма участвовала в экспедиции, которая открыла проход, связывавший Мамонтову и соседнюю колоссальную пещеру. Именно худенькая Патрисия Кроутер обнаружила узкий каньон, благодаря которому эту систему пещер смогли объявить самой длинной в мире, с суммарной длиной проходов почти в 700 километров. Уильям тоже к тому моменту уже успел оставить свой след в истории, поучаствовав в разработке ARPANET, предтечи современного интернета. К сожалению, что-то у этой пары не сложилось, и в 1975-м они начали потихоньку разводиться. Сложно сказать, в чем там было дело, но с исследованием пещер Уильям завязал, а вот Патрисия, забрав детей, вскоре выскочила замуж за другого любителя спелеологии. По воспоминаниям Кроутера, он очень скучал по своим дочкам, поэтому решил написать для них компьютерную игру для мейнфрейма PDP-10. В то время он увлекался недавно вышедшей Dungeons and Dragons, так что у него возникла идея совместить исследования подземелий в D&D, где надо было обходить ловушки и искать сокровища, и свое увлечение спелеологией. На выходе получилось Adventure, то есть приключение. Но поскольку в игре прилагалось исследовать колоссальную пещеру, основанную на той самой пещерной системе в Кентукки, в миру она стала известна как «Колоссальное пещерное приключение». Давайте расскажу в паре слов, о чем игра. Перед тем, как начать, рекомендуется прочитать инструкцию, благо она тут очень короткая.
Напомню, что в те времена еще не везде стояли дисплеи, и колоссальные пещерные приключения разрабатывали для телетайпа. То есть вот эта инструкция печаталась на огромном листе бумаги. Кстати, очень удобно, если подумать. Можно было оторвать край, и она будет у вас всегда перед глазами. Это как второй монитор в наше время. При этом вся игра исключительно текстовая. Вам сообщают, где вы находитесь, какие предметы видите вокруг, а от вас ждут команды. Например, что-то взять или куда-то пойти. Когда вы возвращаетесь в уже известную локацию, дается ее краткое описание. Опять-таки все ради экономии времени, бумаги и чернил. В повторной печати полного описания на телетайпе обычно нет необходимости. С миром игрок взаимодействует посредством команд, но не простых, а имитирующих естественную речь. В играх и программах того времени вовсю использовались хоткеи. То есть, чтобы атаковать, нужно было нажать А, чтобы использовать магию М. И несмотря на всю очевидность таких команд, Уильяму Кроутеру показалось, что дети, незнакомые с компьютером, не смогут с ними разобраться. Поэтому специально для них он придумал систему, основанную на упрощенном английском языке. Такие команды будут понятны даже тем, кто с английским знаком отдаленно. Чтобы идти на север, пишем Go North. Чтобы взять лампу, Take Lamp. Чтобы выпить воду, Drink Water. И все в таком духе. Особенностью такого подхода является то, что одно и то же действие можно выполнить с помощью разных команд. Например, лампа поднимается и после написания Get Lamp. Карта игры — это около 70 соединенных между собой комнат, в которых можно найти предметы или головоломки, которые надо решать с помощью этих предметов. Насколько я понял, концовки у игры нет, как и сюжета, а главной целью является поиск сокровищ, разбросанных по пещере. Еще тут есть гномы, которых надо убивать метким броском топора. Детская игра же. А также система Fast Travel. Вот представьте себе. В некоторых локациях вы находите волшебные слова. Если ввести их как команду, вы окажетесь в этой самой локации. Одно из таких слов, «ксизи», стало своего рода мемесом в среде прошаренных ребят. Я, к сожалению, не прошаренный, поэтому игру даже близко не прошел, остановившись буквально на первом препятствии. Дверь охраняла змея, а по пути я поймал птичку. Вот и подумал, что надо предложить птичку змее в качестве дара, и она меня пропустит. Пишу, значит, покормить змею. И представьте себе, сработало. А только вот змея так и сидит возле двери и шипит недовольно. Вроде оказалось, что клетку с птичкой надо было просто на землю поставить или что-то в этом роде. В общем, лор-мастер не справился, а маленькие девочки, видимо, справлялись еще как, потому что, как вспоминал Кроутер, игра его дочкам очень понравилась. Однако, как вы могли заметить, это не РПГ. Вот совсем не РПГ. Даже несмотря на то, что тут можно убивать гномов. И все же влияние колоссального пещерного приключения на жанр ролевых игр колоссальное. В первую очередь благодаря замечательному игровому миру, который можно было очень долго исследовать, и формату интерактивной книги, как иногда называют этот жанр. Известно, что ей вдохновлялся один из разработчиков всем известного Rogue, и наверняка много кто еще. Даже система диалогов из Ultima вспоминается, где все на ключевых словах завязано. Бесспорен и тот факт, что игра неожиданно для ее автора стала массовой. Она распространилась по тому самому ARPANET, и почти каждый из очень ограниченного числа геймеров того времени или играл в нее, или что-то про нее слышал. Было создано множество версий игры, включая коммерческие, а к середине 80-х она была переведена на русский язык, и ее проходили даже на советских ЭВМ. Со временем название Adventure стало нарицательным, и к жанру Adventure начали относить игры, в которых надо просто исследовать мир и решать какие-то головоломки. У нас они были больше известны как квесты. Первые графические квесты выпускались компанией Sierra, основательница которой, Роберта Уильямс, была в свое время большой фанаткой пещерного приключения. В 2023 под ее началом был разработан ремейк этой игры в качестве своеобразного трибьюта тому проекту, который привел ее в игровую индустрию. При этом Adventure породила еще и особый поджанр – интерактивные книги или текстовые квесты, хотя и не была первой игрой такого типа. Самым известным представителем этого жанра является серия Zork, вдохновленная именно колоссальным пещерным приключением. Наконец, некоторые возводят к игре Уильяма Кроутера и первые мады, то есть многопользовательские текстовые игры. Ну ладно, хватит петь дифирамбы пещерному приключению, и так уже понятно, насколько влиятельной была эта игра. Но что если взять за основу текстовый квест и прикрутить к нему боевую систему из какого-нибудь Dungeon Crawler из предыдущего выпуска, например, того же Paded 5, получится одна из компьютерных ролевых игр 1976 года.
о которой я бы очень хотел замолвить пару ласковых. В 1976 году в университете Пердью в штате Индиана учился студент по имени Терри О'Брайен. В учебном заведении стояло несколько терминалов плата, на которых Терри играл в известные нам по прошлому выпуску игры. Один из товарищей рассказал ему, что оказывается у этих игр есть настольная версия под названием Dungeons and Dragons. С тех пор парень стал самым настоящим ролевиком и пронес свое увлечение через много десятилетий. Однако и в историю компьютерных RPG он таки внес свой вклад, создав свою версию Padit 5 для компьютера CDC 6600, еще одного популярного в те времена мейнфрейма. Игра называлась Monster Maze, лабиринт монстров, и известна о ней стала благодаря испанскому блогеру El Explorador de RPG, исследователь RPG. Проблема в том, что в блоге был выложен только исходный код игры, а вот играл в нее El Explorador на каком-то закрытом частном сервере. Ну ладно, зря я что ли на программиста учился, решил попробовать запустить это чудо. Сразу оказалось, что это язык Basic, осталось лишь определить конкретный диалект, а их там очень много. В комментариях к коде игры отметился Дуглас Кебеман. Он внес какие-то мелкие изменения и как раз таки сохранил исходный код для потомков. Так что я решил обратиться к нему и таки нашел его страничку в одной из соцсетей. Надпись на ней гласила 1956-2011. Я уже успел расстроиться, думал, совсем молодым умер, даже до 60 не дожил. Но он не умер, он стал женщиной, похожей на Гринча, похитителя Рождества. В общем, постеснялся я что-то писать и решил разобраться самостоятельно. Благо, всего за пару часиков мне таки удалось найти подходящий интерпретатор и чуть поменять код, чтобы он смог эту игру запустить. Если кому интересно, все инструкции по запуску будут по ссылке в описании. А сейчас перейдем к самой игре. Monster Maze опять-таки сделали для телетайпа, и так уж вышло, что эмулятор, который я использовал, даже визуально симулировал бумагу для печати. Вначале по традиции можно почитать инструкции. В них упоминаются подземелья замка Каэр-Омн, ну вы помните, как в Padit 5. Задача игры — пройти через лабиринт комнат и коридоров и выбраться на другой стороне. На самом деле после этого игра не закончится, вам просто присудят 1000 золотых за такое достижение. Характеристики персонажа идентичны Padit 5, разве что ранжируются от 1 до 20. Можно их накидывать, пока не выйдет что-то более-менее рабочее. Визуально игра очень близка к колоссальному пещерному приключению. Вам сообщают, что вы видите по сторонам, и вы можете выбрать направление движения. Секретных дверей тут нет, а вот обычные по-прежнему приходится выбивать в обе стороны. Время от времени вы встречаете противников. И вот тут уже начинается уникальная для данной игры боевая механика. Вы или применяете заклинания, или выбираете направление, куда бить. То есть вам как бы надо угадать, откуда пришел монстр, и если вы не угадали, вы промахнетесь. Я обычно всегда угадывал, и почему-то почти все монстры умирали с одного удара, даже всякие вампиры и огры. Может из-за того, что я высокую силу заролил. Сокровища лежат в комнатах и подбираются автоматически. Вроде как в игре есть и один волшебный меч, но я его не нашел. Монстры в игре почти такие же, как и в Padit 5, но почему-то нет класса животных. Магическая система тоже практически идентичная, но есть важное отличие. Вместо ограниченного числа очков заклинаний, вам вначале дают случайные значения силы мага и силы клирика. Мол, по сюжету вас перед спуском в подземелье обучили сердобольный маг и клирик. И эти значения растут с получением опыта, как и здоровья, причем без явных ограничений. Более того, у вас нет максимального числа хитов, поэтому исцеление просто повышает ваше здоровье. Если вы просто будете тратить всю силу клирика на повышение хитов, то очень скоро станете неубиваемым, а игра, которая поначалу мне казалась невозможной, станет тривиальной. Я исследовал часть подземелья, и оказалось, что оно отличается от того, что было в Padit 5, хотя и похоже структурно. Но дальше мне просто надоело играть, слишком уж легко отлетали противники, а выход из лабиринта искать было лень. В данном случае мы столкнулись с примером непродуманного баланса. Баланс Padit 5 был основан на ДНД. Он жестокий, нечестный, но комбинация удачи и большой осторожности позволяет гарантированно проходить игру за разумный промежуток времени.
Monster Maze вроде бы все то же самое, но игровая механика была понята превратно и реализована настолько странным образом, что уже даже на старте игры можно спокойно убивать самых сильных монстров. Однако Терри О'Брайен не был единственным, кто вдохновился игрой с платы и решил перенести ее на другую платформу. Настало время окунуться в скандалы и интриги РПГ-сообщества и рассказать о первом плагиате в истории компьютерных ролевых игр. В 1976 году все в тот же университет Пердью поступил студент по имени Дэниел Лоуренс. Поскольку там были установлены терминалы плата, Лоуренс вполне мог ознакомиться с ролевыми играми на этой платформе, хотя сам он отрицал, что когда-либо играл во что-то подобное. При этом он очень увлекался ДНД, настолько, что даже разработал собственную ролевую систему. В том же 1976-м он создает для компьютера PDP-10 свою реализацию Dungeons and Dragons под названием D&D, заглавными буквами. Проблема в том, что у его игры было очень много схожих черт с одноименной D&D, строчными буквами, на компьютере плата, а также известный как The Game of Dungeons. Дошло до смешного. Платовскую D&D объявили плагиатом игры Лоуренса, ну или в лучшем случае портом. Об этом прознал один из разработчиков D&D Дирк Пеллет. Он разразился открытым письмом, в котором предоставил доказательства того, что его D&D была разработана раньше игры Лоуренса. Кроме того, Лоуренс явно играл в платовскую D&D и позаимствовал из нее ряд элементов. Например, управление в его игре завязано на клавишах V, A, X и D. Именно там находились стрелочки на платовской клавиатуре, и только на ней. Задачей игры было тоже найти какую-то сферу, и в ней тоже присутствовал транспортер Excelsior, который мог отправить героя на любой уровень. При этом сам Лоуренс утверждал, что у него были какие-то бета-тестеры, которые подсказывали ему всякие идеи. Мол, возможно, это они поиграли во что-то там на плата и предложили ему реализовать такое необычное управление или вот этот транспортер. Спустя много лет Дирку Пеллету удалось взглянуть на исходный код лоуренсовской D&D, и он признал, что это все-таки оригинальная работа, а не откровенный плагиат, хотя влияние платовской D&D все равно очевидно. Но на этом драма не заканчивается. D&D широко распространилась по разным внутренним сетям, но в 1982 году с Дэниелом Лоуренсом связалась компания Avalon Hill. Они предложили ему официально опубликовать игру с целью продажи. Эта переработанная версия D&D станет известна как Теленгард. О ней мы поговорим в одном из следующих выпусков. Ирония тут в том, что именно в компанию Avalon Hill в свое время обратился Гэри Гайгакс, надеясь опубликовать там свою D&D, но его завернули, потому что посчитали проект бесперспективным. Тогда он основал свою компанию, которая резко начала конкурировать с Avalon Hill. К концу 90-х Dungeons and Dragons вышла из этой схватки безоговорочным победителем. Поэтому особенно забавно, что Avalon вдруг решил опубликовать по сути пиратскую конверсию D&D на компьютер под другим названием. Еще более нелепым стал запрет на распространение оригинальной D&D. Дело в том, что код Теленгарда был лишь доработанным кодом D&D. Возможно, в Авалоне волновались за продажи игры или опасались судебных преследований уже со стороны создателей оригинальной Dungeons and Dragons, поэтому они распорядились удалить бесплатную версию D&D со всех компьютеров. И к чему это привело? К появлению платной версии D&D. Звучит абсурдно, но это так. В 1984 году ушлый программист по имени Билл Найт портировал D&D на DOS и пытался продавать ее за 25 американских долларов. Это где-то 80 по современному курсу. Сам Билл уверял, что не был в курсе никаких проблем с законом и просто привел в нормальный вид кривой код Дэниела Лоуренса и всех, кто работал над D&D после него. Чтобы избавиться от обвинений в плагиате, в 1988-м Билл Найт уже с нуля создает то ли сиквел, то ли ремейк, оригинальным образом расшифровывавший аббревиатуру D&D Dungeons of the Necromancer's Domain, подземелье владений некроманта. В 1998-м фанат Теленгарда по имени Джастин Карпентер получает, по его словам, благословение Билла Найта и самого Дэниела Лоуренса и начинает разработку очередного сиквела под названием «Возвращение во владение некроманта». Но, как я понял, проект этот не был завершен. Выходит так, что Pedit 5 породил целую серию последователей, тут впору схему рисовать. Получается как-то так. В следующих выпусках она будет, конечно же, дополняться. Ну а теперь закончим со скандалами и перейдем к самой игре.
Я выбрал версию Билла Найта от 1984 года. Она считается наиболее приближенной к оригиналу, а эмулируется легко и просто. Создание персонажа тут уже больше напоминает классический RPG. Вы накидываете характеристики, причем доступны все 6 статов, включая харизму и мудрость. И выбираете классы из тех, что появились в оригинальной редакции ДНД. Воина, мага и клирика. Нет выбора расы, но это тоже может быть обусловлено исходным материалом. В ДНД нечеловеческие расы были на особом положении, в каком-то смысле их можно считать отдельными классами. После этого можно выбрать начальное подземелье. В игре Билла Найта их 5, но в более ранней версии их было всего 3. Логово Швенка, Ла Морте и Теленгард. Теперь понятно, откуда взялось название коммерческой версии игры. Потом вы оказываетесь в выбранном данже. Смысл игры – добыть с нижнего уровня любого из подземелий сферу, охраняемую драконом, после чего ваш персонаж войдет в список нашедших сферу. В моей версии была информация о том, что сферу в древние времена создал безумный волшебник, и она должна давать бессмертие. Действительно, если в досовской ДНД вы раздобудете сферу, игру вы не пройдете, но зато ваш персонаж научится воскрешаться после смерти. Геймплей типичный для платовских данжен-кроулеров. Вы бродите по уровням подземелья, убиваете монстров, находите сокровища, конвертируемые в опыт, и восстанавливаете силы после выхода из подземелья. Все это, вкупе с другими факторами, звучит уж слишком похоже на ДНД Дирка Пеллета. Однако сущность игры, на удивление, оказалась совсем другой. The Game of Dungeons была детерминистской игрой с жутким автолевелингом, в которой рандом играл роль только тогда, когда игрок сам хотел брать на себя риски. ДНД Лоуренса — это как раз таки классический клон Padit 5, где на вас из-за первого же угла может накинуться дракон, но там же вы сможете обнаружить и зачарованный меч, например. Да и размеры уровней не крохотные, как в The Game of Dungeons, а довольно приличные. Мне не хватило терпения полностью исследовать даже первый из уровней. Чем глубже уровень подземелья, тем сильнее становятся монстры. Знаете, что это больше всего напоминает? Ортханг Пола Реша. Могу предположить, что Дэниел Лоуренс не просто играл в ДНД на плата, он играл во все РПГ на этой платформе, и его проект был собранием различных идей, которые в конечном итоге сводятся все к тому же Padit 5. При этом полной бездарностью Лоуренса нельзя назвать при всем желании. Он выполнил творческую компиляцию, с нуля написал код игры для совершенно другой системы, а также добавил множество нововведений, которые появятся и в последующих РПГ. Наиболее бросающимся в глаза отличием ДНД Лоуренса от игр на плата является ее графическое исполнение. Все реализовано с помощью символов. Например, главный герой — это буква X, а противники — решетки. И это за 4 года до выхода Rogue, между прочим. Ну а какие еще были варианты? На плата была естественная поддержка простенькой графики, а на компьютерах PDP приходилось обходиться вот так. Подозреваю, примерно так выглядела мифическая Dungeon, о которой в свое время рассказывал Дон Деглоу. Вместо дурацких телепортов Лоуренс поставил обычные лестницы, как в Ортанке. Впрочем, телепорты и ямы-ловушки тут тоже есть, и очень много, гораздо больше, чем хотелось бы. Они закидывают вас черт знает куда, и обратно вернуться нет совершенно никакой возможности. В отличие от Ортанка, здесь нет заклинания прохода через потолок, нет мини-карты, так что сориентироваться вряд ли получится. Есть довольно забавная опция молитвы безымянному богу, которая по идее должна помогать в подобных ситуациях, но в большинстве случаев вас посылают матом и просто отнимается золото. Один раз молитва сработала и меня вроде как куда-то перенесло, но помогло это не сильно, я все равно заблудился и умер. Но неоспоримый плюс игры, за которую я готов простить Дэниелу Лоуренсу половину его грехов, двери больше не надо выламывать. Вы просто отправляете персонажа через дверь, и, о чудо, он через нее просто проходит. Никаких зажиманий шифта или другой клавиши, абсолютное удобство и ноль раздражения. А так можно было? Удивляет и множество интерактивных объектов на карте подземелья. Платовские данжи были либо совсем пустыми, либо заполненными ловушками и всяким рандомно генерирующимся мусором. Лоуренс же разместил в своих подземельях статичные объекты. Алтари, на которых можно оставлять пожертвования или их осквернять. Троны, на которые можно садиться или выковыривать из них драгоценности. Фонтаны, из которых, конечно же, можно выпить. И прочее в таком духе. Нарисованная вами карта наконец-то начинает выглядеть интересно. Вон тут ловушка-телепорт, тут алтарь, а вот здесь логово, в котором сидит дракон.
Кроме драконов, в игре есть множество монстров, взятых из ДНД, и они разделяются как по типу, так и по уровню. На первом уровне подземелья можно встретить как гоблина первого уровня, так и низкоуровневого дракона, который будет, конечно же, посильнее гоблина, но все равно вполне убиваемым. В платовской ДНД все монстры были одинаковыми по силе, значение имел только уровень. Система магии опять-таки является сборной солянкой из предыдущих игр. У магов и клириков есть 4 уровня заклинаний. Они все взяты из ДНД и реализованы довольно-таки достоверно. Для использования заклинаний каждого из уровней нужно тратить ячейки магии соответствующего уровня, как в Paded 5. Эти ячейки восстанавливаются со временем, как в Вортонке. Колдовать может и воин, если найдет зачарованный жезл. Говорят, магия очень неплохо работает, особенно высокоуровневые заклинания, типа классического пальца смерти, который может вырезать драконов пачками, но я до такого не раскачался. Особо в исследовании помогает заклинание света. Помните, как героя из The Game of Dungeons обвиняли в близорукости? Так вот, персонаж из ДНД таки может видеть, что происходит в соседних клеточках, если применит это заклинание. Очень полезно, чтобы обходить всякие ямы, ловушки и прочие неприятные сюрпризы. В досовской версии игры была добавлена еще одна фича, довольно полезная. Заработанное золото между заходами в данж можно тратить на предметы. Всякие магические артефакты, книги, повышающие статы, а также карты уровней. Карта стоит 50 тысяч золотых, помноженных на номер уровня, то есть на 20 придется выложить 1 миллион. Эта карта сохраняется как текстовый файл в папке с игрой. Предполагается, что игрок откроет ее в специальном редакторе, предоставленном вместе с игрой, и распечатает на домашнем принтере. Такие вот технологии древних. Наконец, важнейшим объектом на карте каждого уровня является уже упомянутый транспортер Excelsior. Он может перенести вас на любой этаж, причем в отличие от платовской ДНД, на этом этаже окажется такой же транспортер. Вполне рабочей стратегией прокачки на высоких уровнях является телепорт на самый нижний, 20 этаж подземелья. Причем это можно совмещать с сейфскамингом. Время от времени копировать файл сохранения, который по-хорошему удаляется после смерти вашего персонажа. Таким макаром можно без особых проблем пройти игру, причем в разумный временной промежуток. Но мне этим заниматься не хотелось. В целом все в игре выглядит неплохо. Баланс монстров суровый, но терпимый. Магических предметов отсыпают щедро. Карты уровней большие, но на них действительно можно найти что-то интересное. Немного освоившись ДНД, я уже было решил, что ее и пройти вполне реально. Но тут случилось оно. Телепорты. Телепорты, телепорты и ямы-ловушки, конечно же. До появления кольца регенерации практически невозможно вывести вашего персонажа с нижнего уровня, да даже с другого конца текущего. Честно говоря, и кольцо не сильно спасает. А судя по обзорам тех, кто игру таки прошел, дальше этих телепортов становится только больше, и раздражают они неописуемо. В общем, желание проходить ДНД у меня пропало, тем более, что такой целью я и не задавался. Для меня было гораздо важнее выяснить, справедливы ли обвинения Дирка Пеллета в плагиате. И вывод, к которому я пришел, оказался довольно неоднозначным. Да, определенно Дэниел Лоуренс слукавил, когда сказал, что ни в какие игры с плата не играл. Ну или просто запамятовал, такое тоже бывает, могу понять. Но и на полный плагиат его проект как-то не особо тянет, учитывая все творческие доработки и дополнения. В таком случае и платовский ДНД тоже был плагиатом Paded 5. Его создали, потому что Paded 5 постоянно удалялся с мейнфрейма плата. ДНД Лоуренса был создан, потому что платовские игры были в принципе недоступны на компьютерах PDP. Другое дело, что некоторые источники в свое время приписывали Дэниелу славу первопроходца в жанре компьютерных RPG. Указывалось даже, что свою игру он разработал аж в 1972 году. На всякий случай ему тогда было 14 лет, а до выхода настольный Dungeons and Dragons оставалось еще 2 года. Но это уже на совести авторов подобных статей. Сам Лоуренс, насколько мне известно, лишь в одном стареньком интервью обмолвился о том, что не играл ни во что на плата, и свою игру первой компьютерной RPG нигде не называл, хотя она действительно является одной из первых. При этом долгое время в интернете и даже специализированной литературе встречалась информация о мифической первой RPG, которая предшествовала даже Paded 5. Правда вскрылась совсем недавно. Давайте разбираться, что это вообще было. Старожилы Плата рассказывали о таинственной игре под названием M199H. Иногда встречался вариант M119H.
Мол, ее разработали еще до Padit 5, но очень быстро удалили, так что первая в истории РПГ была утрачена навсегда. Собственно, этой байкой мифология и ограничивалась, до тех пор, пока в 2023 году ясность в вопрос не внес Дон Гиллис. Он опубликовал ряд документов, по его словам, датируемых 76 годом, и некоторые из них были зарисовками или распечатками той самой М199H. Закономерный вопрос: насколько вообще можно верить его показаниям? В качестве ответа предлагаю вам взглянуть на его краткую биографию. Отцом Дона был относительно известный программист Дональд Гиллис, который еще в конце 50-х переехал с семьей в Урбана-Шампейн и устроился профессором в Иллинойский университет. Да-да, тот самый, где был создан Padit 5. К сожалению, в 1975 году профессор скончался от редкой болезни. Маленькому Дону тогда было около 14, ну и, видимо, чтобы чем-то занять мальца, один из преподавателей дал ему аккаунт системы Plata. С того момента ребенок каждый день приходил в университет, изучал программирование и, конечно же, играл в игры. Всего за 3 года он настолько хорошо освоил язык Tutor, что даже написал собственную игру. Про нее мы поговорим в одном из следующих выпусков. Ну а пока он довольствовался чужими играми, и поскольку их тогда еще регулярно удаляли, Гиллис иногда распечатывал скриншоты разных проектов или просто-напросто перерисовывал спрайты, чтобы в будущем была хоть какая-то возможность эту игру восстановить. Высока вероятность, что на некоторых из этих распечаток присутствует именно легендарная М199H. И вывод получается неутешительный. Это лишь один из клонов Padit 5, причем буквально идентичный клон, просто немного улучшенный. Даже название оставили. Dungeon. Главный аргумент в пользу вторичности этого проекта – список заклинаний. В Padit 5 некоторые заклинания были недоработаны. Расти Резерфорд все хотел их доделать в следующей версии, но она так и не вышла. Здесь же вся магия, судя по описанию, рабочая, причем новые заклинания реализованы не так, как в оригинале. Например, в Padit 5 предполагалось, что экстрасенсорное восприятие будет защищать от внезапных атак монстров. Здесь же оно помогает видеть секретные двери. Еще могу отметить, что сам файл справки был переписан в гораздо менее серьезной манере, с таким легким налетом стёба, знаете ли. Есть и предполагаемая карта подземелья. По-моему, она полностью идентична карте из Padit 5, но только повернута на бок. Не знаю, может так сфоткано просто. Так что уже как 2 года можно с полной уверенностью утверждать, что все-таки именно Padit 5 является первой в истории компьютерной RPG, а М199H это всего лишь одна из копий. Единственная оставшаяся тайна, что же означает название М199H. Разные версии есть, а по одной это был урок, связанный с математикой, отсюда буква М. По другой, урок был расположен в пространстве иностранных языков. Учитывая, что среди распечаток Гиллиса есть списки французских глаголов, можно предположить, что эту игру записали в уроке французского. В любом случае, около 1976 года М199H была удалена, и Гиллис ее так и не восстановил. Но среди его распечаток было еще кое-что интересное. Предполагают, что на некоторых из них запечатлена другая утерянная игра 1976 года – Pits of Barad-dûr, Ямы Барадура. О ней нам тоже известно очень мало. Возможно, это был еще один из клонов Padit 5. Игра описывается как 2D-шный данжен-кроулер, в котором надо было убивать монстров. По словам одного из разработчиков, Джастина Грюнау, тогда ему было 15-16 лет, и он еще не додумался до идеи процедурной генерации, в принципе, как и многие другие. Поэтому карта подземелья создавалась вручную. Название, конечно же, было вдохновлено «Властелином колец», которым ребята очень увлекались. Барад-дûr – это главная крепость Мордора. Больше про эту игру мне рассказать нечего, разве что кроме того, что один из разработчиков очень любил балрогов, и я его могу понять. Балроги клевые. Последняя игра на сегодня называется D&D World. Ее для Plata разработал Фред Бэнкс, в будущем ставший инженером в компании Boeing. Информации о ней еще меньше. В общем-то, все, что нам известно, известно со слов автора. Бэнкс рассказывал, что это была партийная RPG для одного игрока. В отличие от остальных проектов, действие происходило не в подземелье, а в открытом мире, причем карта была сферической и разделенной на 8-угольники. Я могу себе представить обычные квадратные или гексагональные карты, но октагональная сфера — это что-то новенькое.
Это уже буквально что-то из раздела геометрии Лобачевского, поэтому предлагаю эту тему не вскрывать и переходить к заключению. Как видно, 1976 это совсем не тот год, в который ничего не произошло. Мало того, что выходили новые проекты, люди вовсю продолжали играть и разрабатывать старые. Доминировал в те времена формат данжен-кроулеров, те самые клоны Padit 5, но уже скоро их позиции пошатнут сразу несколько альтернатив. В этот год Плата уже совершенно точно лишился своего статуса единственной в мире платформы, на которой можно было поиграть в RPG. Ролевые игры переносят на другие мейнфреймы, а уже скоро они появятся и на первых персональных компьютерах. Если хотите ознакомиться с источниками к данному ролику или желаете симулировать одну из упомянутых игр, в описании будет ссылочка на Boosty. Там же вы сможете примкнуть к сонму апостолов лормастера, щедро спонсирующих каждый видеоролик на этом канале, или просто поддержать выход следующего выпуска единовременным пожертвованием. Отдельное спасибо всем, кто в комментариях под предыдущим выпуском рассказывал о своем опыте или поправлял мое повествование. Снимать ролики для таких искушенных зрителей – настоящее удовольствие. А это был 1976 год в проекте «История компьютерных РПГ» 1975-2025. Следующий выпуск – 1977 год. Задание короля, война в будущем, Ублиет, ДНД Ричарда Герриета и еще больше плагиата. До следующего ролика и следующего года. Счастливо, дорогие коллеги!